Приветствую всех! Вы на канале Swiss Test Drive, и сегодня мы опять поговорим про Tesla Model Y Performance. На этом автомобиле я проехал уже более 30 тысяч километров по швейцарским дорогам и могу с вами поделиться некоторым опытом эксплуатации владения данного автомобиля. Этот ролик более посвящен тем людям, которые любят автомобиль Tesla. Есть часть людей, которые любят, часть, которая считает, что у Tesla настолько много сейчас конкурентов, китайских особенно, что Tesla больше не имеет никакого смысла как бы к рассмотру, к покупке. Но я лично так не считаю. Я считаю, что Tesla в принципе лучше всех этих конкурентов. Кто так считает так же, как и я, можете прямо сейчас поставить лайк, будет понятно, сколько нас. Лично мое мнение, что автомобиль Tesla в принципе вне конкуренции. Это практически самый лучший электрический автомобиль на сегодняшний день, который очень просто заряжать, очень просто пользоваться, у которого есть сервисные центры, ну, по крайней мере, в Европе везде они есть. И никаких проблем с ремонтом, обслуживанием этих автомобилей нет. Естественно, у китайских производителей, которые сейчас появляются на рынке, у них есть некие проблемы с обслуживанием данного автомобиля. Просто при, например, какой-то поломке или ДТП могут не оказаться запчастей в наличии вообще, а если запчасти есть, возможно, их придется очень долго ждать. У Tesla таких проблем нету. У меня был конкретно случай в Швейцарии, что Tesla моя попала в ДТП. Жена остановилась на перекрестке на красном свете, и сзади влетел Volkswagen Golf, новый, причем нового поколения, и разбил задний бампер, заднюю дверь багажника. Крышку багажника поменяли бампер, в общем, примерно на 10 тысяч швейцарских франков, это примерно там 11-12 тысяч евро, что встал ремонт этого автомобиля. После этого, так как сделали крышку багажника, примерно через месяц был сильный дождь, и каким-то магическим образом вода залилась в багажник. То есть где-то они, устанавливая заднюю крышку багажника, не соблюли какие-то меры, там, которые резинку неправильно поставили или что-то, и вода протекла в багажник. То есть практически в нижний подпол, в нижний подвал был мокрый. Но позвонив в Теслу, если у вас что-то сломалось, вам не надо ехать, не надо как бы звонить, да, сейчас оговорился, нужно просто взять телефон, зайти в приложение Tesla и там выбрать ремонт и выбрать, что у вас случилось. И написать в Tesla, в поддержку Tesla ваш местный как бы автосервис Tesla. Вот. Tesla сразу же отвечает на сообщения, практически в течение там, получаса-часа Tesla выходит на контакт и предлагает сделать как бы аппунтамент, ну, договор о встрече, когда я могу приехать, чтобы провести диагностику и в следующем произвести ремонт. То есть все происходит достаточно быстро. Теслу я оставил утром в один день. Мне дали подменную машину, такую же Tesla Model Y, только не Performance. И в течение 2 дней автомобиль починили. Заодно они выявили какой-то скрип сзади у резинки амортизатора, который заменили тоже. Заодно заменили пластиковый ключик, который размагнитился до этого. То есть это, в принципе, единственный косяк с Теслы, который вообще случился за 1,5 года владения и за вот эти 30 с небольшим тысяч километров. Других никаких нареканий, проблем не было с автомобилем абсолютно. Все эти 1,5 года и 30 тысяч автомобиля не нужно было делать абсолютно никакой сервис. То есть никаких вложений в сервис, замену маслов, фильтров или еще чего-то делать абсолютно не нужно. То есть менять нечего. Тормозные колодки не стерты абсолютно, потому что все время ты тормозишь на рекуперации. Масла просто нету. То есть нужно будет менять тормозную жидкость когда-то, но об этом Tesla тебе сама сообщит. Здесь как бы в ближайшей перспективе никакого сервиса нету. Это удобно, естественно, как бы экономит просто огромную сумму денег. Сейчас я установил зарядку в доме. У нас теперь есть возможность заряжаться автомобиль, скажем, когда он припаркован около дома. Поэтому как бы стоимость зарядки снизилась еще в половину, потому что до этого все свои электрические автомобили я заряжал на разных чарджерах, суперчарджерах, и там стоимость как бы в 2 раза больше, а то и в 3 на некоторых, чем ты будешь заряжаться дома. То есть как бы нету никаких расходов на сервис, плюс ты заряжаешься дома, и это как бы экономит тебе еще более
большие суммы денег. Относительно того, если бы ты владел бы, например, какой-нибудь дизельным или бензиновым автомобилем. Сиденья, вот в каком состоянии они были 30 тысяч километров назад, вот в точно таком же состоянии они находятся. У меня жена, 2 детей, собака, и все используют как бы автомобиль и в летней, и в осенней, и в зимней одежде, и в куртках, и в джинсах. И нигде, абсолютно, ни на одном сиденье нет ни одной даже малейшей царапины. Вот как были сиденья, если их протереть тряпкой, и их вот сейчас я вам показываю, они находятся в абсолютно идеальнейшем состоянии новых сидений. Несмотря, что все-таки машина проехала 30 тысяч километров. Понятно, это не 300 тысяч километров, но тем не менее, например, у BMW уже за 10 тысяч километров, у меня вот есть сейчас второй автомобиль BMW Z4 M40i, и у нее, скажем, боковая поддержка бедер уже вся мятая. Да, то есть там кожа уже мята. Вот. Здесь нет. Здесь все в порядке, нет никаких вообще нареканий к качеству салона. Руль также в идеальнейшем состоянии. Карты дверей, пластик внизу не закоцанный, не поцарапанный. И коврики как были в таком состоянии, так они и есть, хотя на первую ощупь они кажутся не очень качественными. Но все абсолютно в топовом состоянии после 30 тысяч километров. Передвигаюсь также на автомобиле с прицепом как бы регулярно, перевожу детские аттракционы, это мой как бы бизнес такой. Я их перевожу, устанавливаю и так далее. И едя с прицепом на Тесле, тоже прекрасное ощущение, нет никаких проблем абсолютно. У меня 2 прицепа, один из, который весит 1600 килограмм, да, потому что здесь максимальный такой вес, ну, вес имеется в виду прицепа с грузом. Также другой 1200 килограмм. Передвигаюсь с ними регулярно, зимой и летом. Никаких проблем нету. Абсолютно автомобиль справляется, если ты едешь на подъем, если ты едешь по снегу с прицепом, если ты едешь по мокрой дороге относительно быстро, то есть там в районе 100-110 км в час. Абсолютно никаких проблем, нареканий здесь с прицепом нет. Его даже в принципе сзади не чувствуется. При разгонах единственное, надо быть немножко осторожным, потому что машина очень мощная, здесь почти, повторюсь, 530 лошадиных сил. И если, конечно, надавить педаль газа в пол, то надо как бы не забывать, что сзади прицеп есть, и быть более осторожным. Что касается обновления, обновления приходят регулярно, появляются разные функции, разные меню интересные, которыми интересно пользоваться. Всегда, когда прилетает обновление, то ждешь его инсталляции, да, потому что интересно, что-то прилетело, его хочется быстрее установить, чтобы понять, какие новые функции Tesla тебе в этот раз как бы бесплатно подарит. Бывают просто обновления безопасности, которые ты не чувствуешь, но бывают такие обновления, которые появляются в меню новые функции, и они не могут не радовать. Например, ты можешь теперь заряжать телефон или любое устройство в автомобиле после того, как ты с него выйдешь и закроешь. Раньше так было делать нельзя. Раньше Tesla, если ты оставил заряжаться телефон, даже проводом подключив его к любому из 4 USB, которые здесь есть, USB Type-C, при уходе из машины он как бы выключался. Сейчас ты можешь настроить того, что твои гаджеты в машине будут заряжаться, и ты также можешь настроить, до какого процента батареи автомобиля твои гаджеты будут заряжаться. Ты можешь поставить 30% автомобиля, да, если у тебя заряжен автомобиль, 35%, ты собираешься долго что-нибудь заряжать, ты можешь их заряжать до того, как твой автомобиль разрядится на 30%. Ты установил 30%, когда 30%, все твои гаджеты перестали заряжаться в целях экономии батарейки самого автомобиля. Как бы прикольно, удобно, вроде мелочь, но приятно. Что касается безопасности, то прекрасно работает камера Sentinella, так называемая, которая при оставлении машины в каком-нибудь мутном месте непонятном, ты можешь активировать камеры, и они будут активироваться всегда, когда к автомобилю кто-то подходит или проезжает какой-то автомобиль, или вообще что-то рядом происходит, какое-то движение. Включается камера, машина моргает фарами передними, и на экране зажигается такой красный круг слежения. Но еще появилась также функция, что в телефоне теперь ты можешь, используя приложение Tesla, там видеть как бы онлайн, что происходит вокруг твоего автомобиля. То есть ты можешь активировать любую из камер, ты можешь включить переднюю камеру, боковые камеры или заднюю камеру отдельно.
или все 4 вместе и на телефоне, причем в достаточно относительно нормальном качестве, видеть, что онлайн прямо происходит в прямом эфире около твоего автомобиля. То есть, если тебе что-то как-то есть какие-то сомнения в безопасности, или у тебя сработала сигнализация, а ты находишься далеко, ты без проблем можешь через телефон посмотреть, что происходит рядом с твоим автомобилем. Это очень крутая функция. В Швейцарии, конечно, она в принципе не так нужна, потому что здесь очень, страна безопасная, ничего не происходит, никто ничего не ворует практически, я имею в виду из автомобилей. Поэтому вроде как особо не нужна, но тем не менее, когда едешь в Италию или во Францию, то есть большущее желание все-таки включить Сентинеллу, когда куда-то уходишь. Что касается автономии автомобиля, когда он был новый, когда я его купил, то при 100% зарядке автомобиль проезжал 495 километров. Вот всегда приблизительно такой был расход, не расход, а возможность проехать при полном заряде. Сейчас прошло 1,5 года, 30 тысяч километров, автомобиль проезжает примерно 485. Вернее, не проезжает, а когда я заряжаю на 100%, у меня выходит и в процентах, и сколько я могу проехать. То есть в этом плане батарейка за 30 тысяч километров умерла на 10 километров, можно так сказать. То есть батарейка с каждым зарядом батарейки, ее энергоемкость немножечко уменьшается. Немножечко. Да? То есть за 1,5 года на 10 километров, это даже не 10%. Я считаю, что это абсолютно нормально, абсолютно не критично. Что касается расхода электроэнергии на 100 км в час. Как вы сейчас видите на экране, средний расход автомобиля за 30 плюс тысяч километров, средний расход приблизительно 18,5 киловатт-часа на 100 км. Это, в принципе, очень мало. Другие электроавтомобили расходуют больше. По крайней мере, на моей практике. У меня был автомобиль BMW iX40, и он потреблял приблизительно 24, 25, 26 киловатт в час в среднем на 100 километров. Да, то есть это в принципе намного больше, чем здесь. Да, то есть 25% примерно больше, да, то и 30%, чем потребляет эта Tesla. Причем BMW X проезжал меньше на полном заряде, а зимой совсем мало проезжал, поэтому мне пришла такая идея в голову этот автомобиль продать, потому что он перестал меня радовать, да, тем, сколько он проезжает и как. И я продал этот автомобиль, вернее, я его сдал в BMW центр с жалобой, что меня не устраивает этот автомобиль. Тем, что он проезжает очень мало, что он не совпадает абсолютно с заявленными цифрами от производителя. Производитель заявлял в BMW X, что он проезжает 400, но с самого начала автомобиль проезжал не 400, а уже 300 плюс километров. Плюс зимой, совсем беда с автомобилем, потому что он проезжал в районе 250, да, и причем он так тебе показывал, что он проедет, например, 270 километров на полном заряде. Это мало. Плюс BMW X, да, сейчас немножко затронем этот вопрос. BMW X40 конкретно, если вы не видели обзор на него, можете вот здесь по ссылке посмотреть в описании. Обзор, отзыв владельца на 40 тысяч километров пробега на X. И могу вас уверить, что этот автомобиль не дает радости за свою стоимость, сколько он стоит. Когда он только вышел, казалось, что это классный автомобиль, что он стоит дорого, даже дороже, чем BMW X5, X6, или примерно в этом же диапазоне, но казалось что-то новое, вау, интересно. Когда ты на нем ездишь, скажем, год-два, ты понимаешь, что сиденья там неудобные, руль очень большой, неудобный. Расход у автомобиля очень большой. Проезжает автомобиль на полном заряде очень мало, а зимой еще меньше. Плюс его стоимость, плюс его где-то спорный внешний вид. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Скажем, мне внешний вид абсолютно устраивал. Но если их сравнивать с Tesla, если покупать сейчас эти два автомобиля, я выбрал обязательно бы и только Tesla. BMW я даже не рассматривал. Конечно, сейчас кто-то из вас скажет в комментариях, возможно, что да, BMW, он круче, он комфортнее, он мягче, в нем лучше шумоизоляция, да. Он более, скажем, понтовый, да, если кому-то эти интересуют вещи, как понты, да, он более понтовый. Но мне кажется, что в сегодняшнем мире, сегодня 25-й год, эти понты от черной бэхи с 90-х,
они куда-то уже уходят. Если вы со мной согласны, поставьте лайк прямо сейчас. Поэтому покупать автомобиль как бы дорогой, электрический, может быть, как-то не целесообразно. Автомобиль должен, в принципе, отвечать всем запросам его владельца. И вот в данном автомобиле, лично для меня, для моей семьи, Tesla покрывает абсолютно все мои потребности, что мне нужно от автомобиля. Хочешь на нем ехать быстро, как спорткар, и со светофоров где-то в центре соревноваться с Porsche и с Ferrari, пожалуйста. Ты за 3 с небольшим, за 3,7 ты стартуешь с перекрестка с полным приводом, почти без пробуксовок, очень быстро. Круто, круто. Прицеп хочешь вести, пожалуйста, есть прицеп. Зацепляй, едь с прицепом. Никаких проблем нет. Хочешь посадить 5 человек в салон, сажай. Багажник большой, да, и не просто большой, их 3 багажника. Впереди багажник плюс огромный подпол под задним багажником, плюс большие карманы, плюс в дверях огромные карманы для всего. Удобно. Панорамная крыша есть сверху, видишь горы, звезды, все, что хочешь. Ничего в автомобиле не ломается, не нужно делать никакой сервис, расход у автомобиля очень маленький. Скажите, какой конкурент есть у этого автомобиля? Напишите в комментариях, какой есть конкурент за эти деньги у этого автомобиля. Хотел бы отметить еще саму систему зарядок Supercharger. Это феноменальная вообще система, что сделала Tesla. Никто ничего до сих пор в 2025 году ничего подобного не сделал. Tesla Supercharger — это единственные лучшие зарядки в мире, которые всегда работают раз, очень быстрый заряд — это 2 и не стоят дорого. Все другие зарядки на BMW X за 50-60 тысяч километров, сколько я на нем проехал, у меня дома не было зарядки. Мне было очень сложно заряжаться. Я заряжался на публичных зарядках, и они примерно в 50% всех попыток зарядки или были сломаны, или не работали, или невозможно было активировать зарядку по причине того, что нужно скачивать какое-то дурацкое приложение, привязывать его к карте, создавать аккаунт, всякие пароли. Вот это все каждый раз ты страдаешь при зарядке. Потому что зарядных станций много, открывают их разные фирмы. Каждая фирма делает свое какое-то дурацкое приложение или какой-то QR-код, который надо отсканировать, потом нужно регистрировать, потом нужно получить пароль на email. Ну, в общем, все вы знаете эту процедуру. Это какие-то страдания. Да, конечно, разобраться можно. Да, можно разобраться. Конечно, можно ездить. Я сам отъездил более 2 лет на BMW X. Отъездить можно. Но как? Остается вот этот след страданий с BMW. И покупая еще раз автомобиль какой-то, не Теслу, совсем бы не хотелось опять переживать. Это то, что пришлось пережить с BMW X и вот этими публичными зарядками. В Тесле таких проблем просто нету. Суперчарджеры везде, огромное количество самих зарядных станций на каждом суперчарджере, то есть 10, может быть 15, может быть 5, но без разницы, но их все равно много очень, они все очень мощные, не нужно никакое приложение, у тебя просто автомобиль подключен к твоей карточке, и когда вы подносите этот шланг с зарядкой, сама колонка видит, распознает твою машину и тебе ее просто заряжает. Очень быстро, четко и недорого. И так всегда. И они работают всегда. Все всегда. Недавно зашел на сайт Tesla и заказал прямо с сайта новый комплект дворников. 2 фильтра салонных для более свежего воздуха. Потому что не нужно никогда делать никакой сервис, не нужно никогда никуда заезжать. Да, и когда там в случае BMW вы меняете, например, масло, он вам меняет автоматический фильтр, салонный фильтр. Здесь так как сервис делать не надо, поэтому решил я фильтр приобрести сам на сайте. Стоил он вообще 16 франков фильтр. Заодно я купил дворники комплект, коврик в передний багажник. В общем, такие небольшие радости для автомобиля решил сделать, так что был более свежий воздух и лучше чистили дворники. Сейчас скоро зима начнется. Ну и также коврик передний багажник тоже не помешает. Спасибо всем, что смотрели этот ролик про Теслу. Я надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайк, если это так. Если хотите задать какой-то вопрос, вас что-то интересует по поводу Теслы, по ее обслуживанию, обязательно пишите в комментариях. Я обязательно отвечу на каждый ваш комментарий. Спасибо еще раз. До новых встреч. Пока-пока.